Лев, Да. это тебя касается. Во время исполнения бумагой не шумите. Хорошо, господин. Виновник идеи создания этого трио – это я. Когда родилась идея и замечательная возможность выступить в этом совершенно замечательном зале, то мы решили, что, приезжая из Франции и будучи, в общем, французами с русскими корнями, Саша и я, Реми с русской школы, то, конечно, интересно было бы тоже спеть французскую программу. И мы искали интересные произведения, которые в России или мало знают, или вообще не знают. Нужно, чтобы великие композиторы, которых мало играют, нужно их играть. Современную музыку. Люка Дебарг нам написал потрясающее произведение на поэмах Бодлера. Как будто эти стихи были написаны вместе, одновременно с этой музыкой. Это очень редко происходит. Конечно, я просто сидела с «Цветами зла» Бодлера и просто изучала стихотворение и анализировала вне музыки. А потом это и восприятие Луки, как он себе это слышит, мыслит, и что я, как музыкант, тоже могу вложить в его музыку. И вот я как-то ему говорю: Лукаш, ты знаешь, Саша, Реми и Виктория, они должны вот лететь в Москву, вот такой концерт. Он звонит Виктории и говорит: через 5 дней у тебя будет 5 мелодий на слова Бодлера. Споешь? Вика говорит: да, через 5 дней, и потом я должна за 3 дня. Это мы все должны выучить, потому что концерт в Париже им надо было делать. Естественно, вопрос к Реми и к Александре. Будем делать за 3 дня Луку Дебарга или не будем делать, да? Будем, вот Сашка кричит. И они вот это выучили. The concert hall is really great, and the acoustic inside is really well made for chamber music. I played some bar concerto, so it was already kind of chamber music with a small orchestra and no conductor, and I really enjoy very good acoustic and hearing really precisely all the musicians and really be very close to the audience. I know Victoria for quite a long time because I had my teacher is her mother, and for Sasha, actually, we came from the same town in France, Montpellier, but we never met there. We never met there. We met in Paris a very long time after. Чем отличается французская публика, которая слушает классику, от нашей? Русская публика, она очень отличается своей какой-то удивительной теплотой от всех публик мира, не только от французской. Вот традиция дарить цветы или вообще просто подарки на сцену. Music and also classical music is very popular in Russia. So I feel like everybody has quite an interest in music, probably more than in France. The audience is very warm. I feel comfortable when I'm playing in a hall in Russia. Меняется ли подготовка к исполнению произведения в зависимости от того, с голосом вы играете, да, или сольно? Это абсолютно другой звук и дыхание, которого у нас нету, которое есть у духовиков, и то, что наше самое, наверное, слабое место, что мы обычно неправильно дышим. Вот от этого я очень много учусь каждый день, где дышать, как дышать. А мы от смычка тоже, у вокалистов от смычка, как вести смычок, конечно. Это очень важно, но и, конечно, когда есть слова, музыка тоже по-другому воспринимается. So we play very different. Concerto is not the same as chamber music, but always it's in chamber music. Duet, sonata is not like quartet, it's not like accompanying a singer. As a matter of fact, being a trio with violin, piano and a singer is quite not usual and quite difficult, because violin and singer has quite the same register, and you have to be very careful that each one has his own place, and as a pianist you have to be very smooth also. So always for violin is the same, it's more, because orchestra plays a lot, so you say please play more, and when you are playing with chamber music, please play less. Это результат нашей общей работы. Понимаете, это результат работы нескольких лет. Ребята здесь играют как большие артисты, с большими артистами. И вот я как-то их вижу, знаете, по, может быть, актерам каким-то. Например, Лука для меня это что-то типа Мела Гибсона. Понимаете, или такая Достоевщина. Реми у меня это такой Лев Николаевич Толстой. И вообще он большой за роялем аристократ. С ним совершенно по-другому. Артисты, они уже все
трое абсолютно самостоятельные. Сашенька Сум, на самом деле, это огромная скрипачка Александра Сум. Реми, большой пианист, музыкант. Моя дочь, она вообще и лауреат, как пианистка. Вика вообще давно творчески связана с Реми и с Сашей, и с Реми особенно, потому что Реми обожает оперу, Реми обожает вокальное творчество. У Вики изумительные профессора, которым я бесконечно благодарна. Программу сегодняшнюю они уже делали в Париже. Этот концерт был назван один из самых лучших в Париже концертов, как трио. До сих